Привет, друзья! Как по мне, тирамису – идеальный десерт для праздничного застолья. Он нежный, легкий и очень освежающий. Вариантов его приготовления существует множество, но я отдаю предпочтение классическому рецепту. В этом рецепте в тирамису идут сырые куриные яйца. Сейчас я расскажу, что я именно с ними делаю перед употреблением. Во-первых, проверяю все яйца на наличие микротрещин. Если такие имеются, я такие яйца не использую и вам не рекомендую. Во-вторых, я мою яйца хозяйственным мылом. В-третьих, дополнительно мою яйца пищевой содой. Потом необходимо яйца обязательно просушить перед использованием. Я протираю их обычным бумажным полотенцем. И только после этой тщательной чистки я отделяю белки от желтков. Теперь необходимо взбить желтки с сахаром и белки с сахаром отдельно. Желтки я буду взбивать в стационарном миксере, а белки ручным миксером. А сейчас чистосердечное признание. Белки нужно было взбивать, добавив туда 50 грамм сахара, но, к сожалению, я весь сахар плюхнула в желтки и уже решила не перегружать десерт дополнительным сахаром, сладостью, и решила взбить вот так в чистом виде белок. Тем самым решила провести эксперимент, каким же будет крем, если добавить в него вот такой взбитый белок, без сахара. Как я и предполагала, ничего криминального не случилось, у меня взбился белок. Да, при этом он не имел такой текучести, меренги, гладкости, как, например, когда ты с сахаром взбиваешь. У меня был он более рыхлый, но также идеально взбился. Желтки тоже уже взбились в миксере в стационарном. Кстати, если вы переживаете, что не разойдутся крупинки сахара, то это ничего страшного. Но если для вас это будет как-то критично, используйте сахарную пудру, у вас консистенция будет однородной. Но я вас уверяю, в креме сейчас эти остатки сахара, кристалликов, разойдутся моментально. После того, как добавила к желткам маскарпоне, необходимо все это объединить. Раньше я делала вот так, силиконовой лопаточкой вымешивала, но считаю, что это какое-то странное занятие, если можно просто взять миксер и в течение не больше 2 минут перемешать все до однородности. Потом добавляю взбитый белок и перемешиваю уже аккуратно силиконовой лопаткой до однородности. Как по мне, крем получился просто идеальным, несмотря на то, что я белок взбивала без сахара. В предварительно сваренное кофе добавляю 30 грамм рома и перемешиваю. Кофе должно быть остывшим. А сейчас из общей массы крема я отложу немного для декора, чтобы было у меня готово сразу. Я использую для этого такой силиконовый мешок. Можно использовать обычный, такой одноразовый. Для декора можно использовать любую круглую насадку, не меньше 1 см в диаметре, а я вообще использую просто переходник, он где-то 1,5 см у меня. Можно обойтись и без насадки. А дальше схема простая. Беру палочку савоярди, окунаю на раз-два в кофе и выкладываю в форму. Держать палочку савоярди больше 2 секунд в кофе не нужно, потому что она быстрее размякнет, а она все-таки должна быть более-менее стабильной, несмотря на то, что будет впитывать в себя крем. Сейчас необходимо просто выложить первым слоем палочки савоярди. Не бойтесь таких моментов, когда необходимо просто поломать палочку на 2 части и заложить такие какие-то пробелы небольшие по форме. Все, конечно, будет зависеть от формы, которую вы выберете. Теперь сверху выкладываю крем. Смотрите по размеру своей формы, сколько необходимо крема. 3, 4, 5 ложек. Главное, чтобы все печеньки сверху были покрыты кремом. Ложите не слишком толсто, ну и, конечно, не слишком тонко. Главное, нужно все покрыть равномерно, ровненьким слоем. Кофе я перелила в другую тарелку пошире и дальше выкладываю второй этаж. Второй этаж я уже выкладываю немножко по-другому, потому что у меня такая покатая форма, нет таких четких углов, краев. И смотрите, такой еще момент. Я сейчас буду оставлять всего лишь 2 этажа, то есть первый этаж и второй этаж. Получается, я здесь использовала 200 грамм палочек савоярди, но этот рецепт рассчитан на 300 грамм савоярди.
Если вы, например, не захотите делать сверху декор, как я буду делать, просто покроете сверху третий этаж палочек обычным вот таким ровненьким слоем крема. И все. То есть дополнительного крема на декор вам не понадобится. А я сейчас беру отложенный крем и формирую, отсаживаю по кругу такие башенки. После этого отправляю тирамису в холодильник где-то на 4-5 часов для стабилизации и пропитки. И только перед подачей посыпаю тирамису натуральным какао. Тирамису получился невероятно легким, в меру сладким и очень освежающим. Очень надеюсь, что это видео было вам полезным, и вы обязательно приготовите тирамису на ваш праздничный стол. Я заранее благодарю всех за лайки, комментарии и подписки на мой канал. Услышимся в следующих видео. Всем пока-пока!